Вот это да. Вот этот поворот. Везет мне. Даже громкая связь включилась. И что мне с этим делать прикажете? Однако, здравствуйте. Заражение крови, зомби-вирус, походу, тоже. И чё, начинаем все сначала? Или шо? Да, не ожидал я такой подлянки от этого вагончика. Не ожидал. Что у меня имеется? А я только покушать хотел. Кровь она мне не пустила. Заражение крови 100% есть. И походу сильное. Второй стадии меня раза 3-4 ударили. Или 5. Так, ну давай хоть кофе хлебнем напоследок. Выпить. Что оно даст? Даст оно... А, оно пополняет голод, в принципе. Но это ничего не меняет, господа товарищи. Лечиться-то мне, собственно, нечем. Медицину я не нашел. Медведи у меня ничего. Тогда, пока я еще жив, надо схрон, что ли, какой-нибудь попробовать сделать. Или типа того. Здоровье уходит слишком быстро. Че, я смогу от нее уйти? Где там она? Она уже куда-то свалила. Давай попробуем так. Перчатки, в принципе, уж жалеть не надо. Где там оно? Ага, оно вон куда убежало. До больницы я явно не успеваю. Так что надо делать схрон где-то здесь. На, вот такой вот баг. А говорили, что поправили. Но, видимо, нет, не поправили. Что ж, тогда бежим куда-нибудь, оставлять вещи. Бежать в Черногорск я уже не вижу смысла. До больницы там я, скорее всего, просто не дотяну. Ну и вот как-то так. Не знаю, если буду рядом со своим схроном, то почему бы и не добежать до сюда. Ну а если буду далеко, то и хрен-то с ним. Кто-нибудь другой найдет. Где я? Где я? Маяк какой-то. Это маяк Электрозаводска, как я понял. Не, погоди. Это не Электрозаводск, это Черногорский маяк. Да, это было бы идеально. Вон экраны черногорские. Может быть, даже и повезет. Даже ХП вверх пошло, правда?
Еды у меня буквально на одну пробежку. Ого. Где-то бахнуло. И не так уж, в принципе-то, и далеко. Где это могло быть? Самая ближайшая точка, по-моему, это военка. Ну, вот этот вот блокпостик маленький. Черногорска. По-моему, он как раз там. Ну что же, мне только осталось найти мою вышечку, или как это, башня водонапорная, или что это. Пока у меня не закончилось здоровье. Ну и не попасться на глаза вот этим товарищам, которые меня отпинали. Обижать меня вон до туда. Надо теперь запомнить, что эти твари бегают сквозь двери. Угу. Вот, кстати, и они. Надо отсюда сваливать. Вроде и эта башенка. Вроде и нет. Вроде тут других-то и не видно. Ну, будем надеяться, что это. Или вот это. Какая-то из них, наверное. Или следующая. Да нет, следующая не может быть. Но хотелось бы, чтобы была эта. О! А вот и мое добро. Так. Так. Переодеваемся. Это мы забираем. Это мы забираем. Это мы одеваем. Это мы забираем. Это мы одеваем. Это мы забираем. Это у нас пусть пока будет. Так, это пока пусть лежит. Нам надо сейчас отпиться вкуснейшим кофейным напитком. Аж слюни потекли. Так. Ну и все не так печально, как казалось. Хотя вот этот момент с зомбаком был весьма-весьма неприятным. Надо обратить на это внимание администраторов. Как-нибудь. Так, все, хорош. Пить достаточно. Хорошо, что у меня запас был, а то бы сейчас прям рядом с вещами бы и откис. Ну, вроде как с одним разобрались. Ладно. Уже неплохо. Уже неплохо. Это мы разорвем. Тут метель начинается. А раз уж у меня был изначальный план заночевать в том сарайчике, то надо ему как-то следовать. Так, а что у меня? Ботинки хотел посмотреть. У меня были уже, по-моему, дамаженные. А кроссовки холодные. Ну, сейчас посмотрю, что теплее. То и натяну. А вторые, пожалуй, возьму тоже. Будет у меня как сменка. Так, шапка. А, ну да. Панамка мне не надо. Ботинки, походу. Или они у меня куда-то упали. Или они просто исчезли, как домашние. Похоже, что исчезли. Или я их не снимал вообще. Что-то я уже запутался. Ну и ладно. Ну нет и нет. Как бы хорошо, хоть другие вещи удалось вернуть. Чего тут жаловаться? Уж лучше так, пожертвовать ботинками, чем пожертвовать всем вообще накопленным добром. Куча грязи. Куча грязи. Это может быть, кстати, схрон. Киркой можно ее выкопать? Ну, давай попробуем. А чё? Зря кирку, что ли, находил?
Так, кто-то закопал тут. Кто-то закопал мне подарок, похоже. Ну, извините, это я возьму. Церковь мне не надо. Крючок костяной. Так, ну я явно хочу посмотреть, что во втором. Жалко, что его нельзя повесить вот куда-нибудь сюда было бы прямо. Я не буду жадничать, я обратно это все сейчас закопаю. Просто возьму необходимое. Да, неудобно, конечно, что вот это вот спасательная фигня газовая, этот баллон не может себя вести как рама. Не повесить на него рюкзак. Это, конечно, жалко. Но жаловаться опять же грех. После такого возрождения, добычи вещей. Ну и нашел схрончик. Надеюсь, схроны тут брать не запрещено. То как-то было бы грустно, что ли. Не знаю. Что я вот так вот поступил. Но как бы, а что вы хотели? Надо было прятать лучше. Попробую топором выбить. Но, по-моему, эта дверь металлическая не должна поддаваться. А нет, дверь все-таки поддалась, хоть и с большим усилием. А я зайду сюда. Ну и после таких приключений неплохо бы было перекусить и отдохнуть. Жалко, ботинки не осталось, а то бы сейчас их починил. Кстати, можно посмотреть. Ну да. Похоже, нужна швейка и больше 50%. Ну, зато у меня появился второй молоток. Хотя не знаю, зачем он мне надо второй. По-моему, одного вполне достаточно, чтобы там ворота сделать. Ну или какую-нибудь дверку. Винтовка с магазином. 7,62 патронов у меня нету. Это да. Ну и все такое. Надеюсь, человек на меня не обидится за это сильно прям. Ну а что поделать? Выживать так выживать. Так, что же у нас теперь-то? А теперь-то, похоже, у нас поздний вечер. Я тут с рюкзаком. Бегу. Бегу на маяк, походу. Хочу глянуть, что там у нас, что там у нас. Ну и, походу, надо сортировать вещи, потому как внезапно я узнал, что тут намечается вайп. Собственно, он будет 30 декабря. И, по-моему, что-то было сказано про переход на весенний сезон. То есть вместе с вайпом еще и зима закончится. Что, несомненно, меня радует, с одной стороны. С другой, такое прекрасное начало придется отложить. Ну и начать все заново. Хотя это неплохо на самом деле. В какой-то степени я люблю начинать все заново. Так как первые вот эти вот денечки кипарские все-таки как-то для меня самые приятные. Ну и наконец-то надо будет построить базу. А что я хочу сделать сейчас, так это, наверное, пойти и попробовать найти елку. Возможно, елка здесь имеется. Где-то, подозреваю, у центральной площади, где-то вон там. Ну, по логике, возможно. Хотя это не точно. Да и есть ли она здесь, тоже не точно. Но во всяком случае я сейчас буду перебирать вещи. Если будет еще не слишком темно, то побегу дальше. Времени-то осталось мало.
Ну вот, пожалуй, и разобрались. Вот это все, что я выкину. Оставлю прям вот здесь. И уже стало довольно-таки темно, поэтому побегу я быстрее искать себе убежище. А то в потемках как-то не весело. По-моему, химсвет у меня есть. Да, у меня есть химсвет. Если станет совсем темно, то придется им воспользоваться. Ну, в потемках ходить по городу такое себе, конечно. Хотя, на самом деле, можно посмотреть, насколько темная здесь ночь. В то же время. Но мне кажется, ночь здесь такая нормальная. Все молотки я выкинул, как уже показал. Брезенты тоже. Хотя на самом деле мог сделать себе нормальные. Ну как нормальные. Перчатки от химзы, наверное, мог сделать. Но опять же, потратив швейку. Хотя мне кажется, утепление у перчаток химзы похуже. Возможно. Но опять-таки не точно. Уже довольно-таки темно становится. Что я тут хочу найти, я, честно говоря, не знаю. Хотелось бы, что на самом деле найти это что-то стреляющее. Все-таки хотя бы под конец вот этого вот сезона. Убедиться, как вообще стреляет оружие здесь. Хотя бы. Хотя у меня один патрон на самом деле есть. Да не один, а несколько. Оружия только нет. А в пистолете у меня... Или у меня нет пистолета? Ну да, размечтался. Пистолета-то у меня нет. Ладно. Веревочка. Веревочку я бы взял на самом деле. Хотя у меня, по-моему, одна есть. Где-то. Да, где-то вот здесь она у меня. Так что не надо. Спасибо. Кстати, насчет кофе. Кофе, которое поднимает почему-то голод вместо вот этой вот усталости. Ну, не знаю, лично я не согласен с этим. Мне кажется, это неправильно. Все-таки, если бы что-то поднимало усталость... Ой-ой-ой. Вот о чем я и говорю. Можно не заметить очень легко. Да, вот, опять же, если б кофе, энергетики там поднимали голод буквально чуть-чуть, а вот усталость как раз-таки они увеличивали, точнее уменьшали, получается, да? То, мне кажется, было бы намного круче. Это как бы такая новая механика. Ну, хотя, может, она здесь и есть на самом деле. Просто я с ней еще не столкнулся. Но вот, мне кажется, так правильней. Все, я закончил. Паштет. Берем. Кстати, в ночное время зомбаки здесь меняют свои характеристики. Некоторые. Я не помню точно, как они и какие. Но точно помню, что меняют. Какие-то там становятся более слышащими, какими-то более сильными. Каких-то там больше хп, каких-то сильнее удар. Короче, что-то типа такого. Вот насчет вот таких вот деревенских дурачков я не помню, честно говоря. Но что у них что-то меняется, это точно. Походу, меня скоро заметят. А вроде нет. Удачненько пока что. А вот почитал я насчет... О, лопатка саперная. Блин, вот... Ай. Нифига себе она место занимает. Вот это ничего себе. Блин, на самом деле я бы взял. Но она мне не нужна просто сейчас. У меня планы резко изменились с тем, что вот так вот оно все. Вот если бы я ее нашел раньше, я бы закопал эти рюкзаки обратно.
Может быть, хозяин бы не расстроился. А так, возможно, лут просто пропал, который я бросил. Потому что кирка, как оказалось, не закапывает. Не знаю, может, я что-то не так делал, но... Никаких надписей «закопать» не появлялось. А я планировал, честное слово. Магазин с одним патроном. Ну... Один патрон как бы тоже патрон. Так что чё бы и нет. Но вот никакого ствола нет, это грустно. Помню, я как-то на этом проекте Ксюху нашел в такой КППшке. Может, конечно, кто-то выбросил. А может и нет. Что-то мне как будто бы показалось, а это та-то. Тут есть неподалеку еще одна КППшка. Попробую до нее пробежаться. Ну да, насыпали. Так и думал. Конечно, тут есть блокпост еще рядом. Но туда идти опасно, тем более ночью. Тем более без оружия. Так что, наверное, воздержусь. А вот куда я пойду, так это к центру города. Ну и, кстати, неплохо было бы на самом деле найти камень. Чтоб не быть голословным. И заделать точилочку. Ну и заодно самому посмотреть, а вообще, правильно ли это работает. То есть прочитать-то я прочитал, но еще сам не пробовал. Как бы вот. У меня так резко меняются планы, что даже не успеваю что-то сделать сам. Сделать, посмотреть. Ух ты, ё-моё, это что тут происходило? Ручка, тряпки, кадеин, помидорки. Кстати, помидорки даже не успели высохнуть, сгнить там. Такое. Но я ими подкреплюсь. Ой, высохло. Лизма. Я вроде не планировал таким заниматься. Так, это все я, конечно же, беру. Кадеин. Кадеин мне нужен будет? Кадеин. А бинты стакаются? Было бы круто на самом деле. Но нет, не стакаются. Монтировочку я пока оставлю. А вот, как раз и для кадеинчика место нашлось. Замечательно. То как-то пугает меня. Ой-ой-ой, еще помидоры. Пугает меня полное отсутствие лекарств. А тут хоть что-то. Кстати, пока я тут делаю костерочек, пока все приготовил, стемнялось, однако, и неплохо так стемнялось-то. Честно говоря, вот я даже рад, что остановился тут потрапезничать. А то довольно-таки темно, да. Тогда, значит, была не ночь, а только-только вечерело. Как-то вот так вот. Ты посмотри, красота-то какая. Лепота. Вышел небом ночным полюбоваться. Ну все. Полюбовался. Пора и баинькать. Да? Костерок мой. Да. Утречком посмотрим, где тут елочки растут. Ну, собственно, и утречком. Помидорки у меня наготове, горяченькие. С пылу с жару, так сказать. Я даже не знаю, зачем я обыскиваю холодильник. Хотя, на самом деле, если уж курица особо мне ничего не дала, то помидорки-то и подавно. Ну шо же. Помчали. Через полицейский участок, я думаю, стоит пройти. И направляться искать заветную елочку. Эти дома я смотрел. Вроде бы как
Хотя мне на самом деле особо-то ничего не надо. Я хотел только камни посмотреть. Что это тут дымится такое в стене? О, аптечка. Поищем. Дай-ка мне медицинку. Оп. Ну да, понятно. Кроссовочки. А вот что это за дым был, мне интересно. Это же от чего-то, кого-то, чего дым? Сигареты. Интересно, что она дает. Плохое утепление, кстати, у нее, так что. Аккуратнее. Замерзнуть можно. Да, кстати, прочитал я про вот эти вот забегания сквозь двери. У людей такие проблемы тоже бывали, и, как я понял, у некоторых довольно-таки частенько. Но администрация с этим борется, ищет проблему, но пока как-то не очень у них получается на самом деле. Не знаю, с чем это может быть связано, вот даже, честно говоря, не представляю. Я с моддингом, да и вообще с таким, не сильно часто связывался. Но могу предположить, что где-то проблема в корневой папке скрывается. Потому как на других проектах играл я довольно-таки на многих, даже очень. О, радиатор. И вот таких проблем, честно говоря, я не встречал уже очень-очень давно. Поэтому, возможно, стоит покопаться где-то в корневом моде. Может быть, опять-таки, я говорю, что с этим я крайне редко сталкивался, поэтому могу ошибаться. Ну и, кстати, администрация заметила, что зомби пробегают через те двери, с которыми не взаимодействовал игрок после рестарта, как я понял. Поэтому я открыл и закрыл дверь. Чтобы, если вдруг меня спалит, то она бы никак не попала вовнутрь. Вот это вот кряхтящее создание. Ну и я надеюсь все-таки на какое-нибудь оружие. Хочется хоть разочек-то стрельнуть в наглую рожу их. Фуражка. Интересно, могут стволы там вывалиться из шкафов, которые, к примеру, вот в полицайке стоят? Тут же вроде есть какие-то шкафы. О! Вот оно. Я же говорю, находил я Ксюху. Давай мне еще одну Ксюху отсюда. Или магазин хотя бы на нее. Или патрон. Вроде у меня патронов-то нема к ней, да? Ага. Ща я устрою большой переполох в маленьком Китае. Опачки. Санта-Клаусы подъехали. А шо вас тут так много? Шо у меня по патронам? На всех раздать хватит? 8 и 1 в стволе. А на выстрелы, я так понимаю, полсела сюда сбежится. Санта-Клаусы тут больно, наверное, дерутся. Жизнь меня к такому не готовила. Я, конечно, видел всякое. Но зомби Санта-Клаусы — это что-то. Айда поближе глянем. Но я добрался. Вот она. Кстати, всех с наступающими праздниками. Серия, наверное, выйдет вот-вот в аккурат под Новый год. Охватила меня вот эта вот предновогодняя чехарда, поэтому вот так вот все затянулось. Но в первых числах января я, скорее всего, уже выпущу следующую серию нового весеннего сезона. Так что ждать осталось совсем недолго. Ну и всех с наступающими праздниками еще раз. Всех вам благ. И вообще исполнения всех желаний. Ура, товарищи!
Хочу подобраться куда-нибудь поближе для начала. Вот что это за точило, мне интересно. Это ведь не текстура. Это либо настоящая тачка игроков, либо хрен его знает. По крайней мере, такого не было. Ой-ой-ой, как фрезануло-то. Ну, бывает, это Дейс. Тут чё только не бывает. Так, ну шо же. Захомячил я тут почти все помидорки. Шлифанул это дело баночкой паштета. Сейчас я проведу вот такие вот манипуляции, чтобы тут не ухты-ахты. А то вдруг правду говорят. Ну и эта дверь у меня наготове. Блин, стамины нету. Жилет все портит. Ладно, для начала... О, выжившие. Здорово, тебя не слышно совсем. Забирай с котелком. Там все готовое, вода тоже чистая. Ну вот, хоть человеку помог. А я пойду дальше изучать Дедов Морозов. Надеюсь, он мне там двери не пооткрывал. То куда бежать-то, кстати? Урал-то настоящий? Че, серьезно? А, ну он чей-то, он заперт. Я хочу подарок. Вон подарок. Есть у меня одна идейка. Конечно. Идейка такая себе. Но может, что и получится. Вроде отвлеклись. Ёпты, он на меня побежал. А шо такое? Шо случилось? Как ты меня увидел, засранец ты этакий? Шо, третий глаз вырастил где-то? Как ты меня спиной увидел, засранец? Ну, кстати, он меня не увидел. В том-то и дело, он не сагрился, он просто побежал на слух. И чему это так сработало, вот мне непонятно. Я ведь тебя достану. Те-то ушли, а вот этот уродец не захотел. Ну шо, обходим с другой стороны это столпотворение. Намечается метель, кажется. А это может значить только одно. У меня появится шанс. И я попробую туда проникнуть. Жалко, у меня нет никакого бинокля. Так, вот этот хрен мне явно будет мешать. Вот как-то холодно на улочке. Платье мне уже не надо.
Так, пока вот здесь вот в тепле я постою. Как-то прям... Да. А, это я сигаретой дымлю. Я ж такой. Вы чё там все собрались-то, господи? Неужто шуметь придется? Так. Так. А что если... А что если рискнуть? Погнали. План у меня состоял примерно в следующем. Я делаю громкий бум. Зомбари агрятся. А я спокойно пробегаю с другой стороны. Ну, на первый взгляд мне план понравился. На второй так себе, если учесть, что я потратил целый патрон. А вот зомбари, походу, как стояли, так и стоят. Да. Здравствуйте. А вы тут к кому? Блин, они реально даже на метр не отошли. А ну еще разок. Че мне патроны экономить? Завалил, гада. Так, деды пошли. И не только деды, кстати. И куда они дальше направятся? Куда-то туда. Я так понимаю, что пуля туда срикошетила, вот они туда и помчали. Ну, кстати, с выстрела убивает, хотя если бы калаш не убивал, на самом деле это было бы странно. Где-то они там... Ага, вот они и вывалили. И дай угадаю, обратно к елке почешут. Но они, походу, привязаны к этому месту. И особо-то уходить отсюда не будут. Ну, а ты мне что принес? Тебя хоть можно обыскать? Давайте обыщем. Вроде перчатки есть, это есть. Шо у тебя, дед, имеется? Санта-Клаус, шапочка, но это по-праздничному. Это мы оденем. Оп. Теперь я Санта-Клаус. Может, за своего примут. Как они? И куда они, главное? Он же там в арке стоит наверняка. Или где? Ах ты засранец, ты сквозь текстуру прошел. Вон оно чё, Михалыч. На гроте он такой хопа. И свалил. Так. Короче, план действий в следующем. Мне нужна стамина, которая почему-то у меня не сильно-то и приросла. А вот и мой подарок. Мой подарочек. Так. Так. Мое. Что это? Шиповничек. Мое. Кстати, по-моему, из него отвар делается. Вот, мой новогодний подарок. Сейчас развернем. Что мне Дедушка Мороз принес? Какие-то тут дебри. Пару раз всего был в этом доме. Даже не знаю, что тут где. Но что-то я помню находил. Вот, по-моему, ничешная комнатка с телеком. Ну-ка, разворачиваем.
Елочная игрушка и химсвет. Ну... Так, ягода здесь работает как витаминка. Нет, не работает. Это просто как еда. Видимо, только в виде отвара. Елочная игрушка. На кой она мне? Не знаю, наверное, чтобы продать им свет. Ну, елочную игрушку я возьму. Возможно, я ее буду кидать. Так, попробовать что ли еще за каким-нибудь подарком сгонять. Хочу все-таки что-то хорошее. Жадно, конечно. Но я столько сюда шел. Даже один раз умер. Вон еще подарок. И еще, и еще. Они что, бесконечные? Нет. Нифига тут подарков. Ничего себе. Да тут лотерея. Что тут? Загорка. Вот куда кипарям надо бежать. Ну, последние деньки здесь такое раздолье на самом деле. Так, следующий. Что это? Сладости. Сладости, ватрушки, мишура. Игрушки. Сейчас он меня спалит. А вон и второй дедок валяется. Видимо, я его тоже приложил. Оп. Банка варенья еще. Как не взять, как не взять. Ёлки. Зажали гады. Че выкинуть-то не знаю. А вот кости выкину. Упаковочная бумага, к примеру. Маленький подарочек, расчекрыжу. Так, химсвет, все фигня. О, большой подарок, большой, люблю большие. Так, что в большом? Чипсы, ну... Для большого подарка-то не очень много. Валить надо отсюда. Спалюсь ведь сейчас. Спалился. Мой подарок не отдам. Закрой. Мой. Ну что это за подарки? Вот елочные игрушки. На кой они мне вот... На. Блин, и этот услышал. Ничего себе они. Ушастые. Кстати, я тут ползаю уже довольно-таки давно. И деды-то маленько поразбрелись. А может быть и нет. Прям вот за елкой стоит. Но еще один подарок я достал. Еще банка варенья. Шапка Санты. Кстати, что там, промокание не поправили. Ну, кушаем тогда. Здрасте. А вот я тут не это, вот это. Я пойду. Ну да, кипарем определенно стоило идти сюда. Правда, опять-таки уже поздно. Новый год вот-вот наступит. С чем вас еще раз и поздравляю.
Ну что ж, наверное, хватит с меня подарков. Довольно-таки много я наоткрывал. Ну, конечно, да, вещи здесь, безусловно, полезные выпадали. Особенно вот, кстати, я сейчас блевану. Насобирал еды целую гору. Ну и это в любом случае полезно, потому что как бы еда здесь в дефиците. Не то, что прям в дефиците, а она очень малокалорийна. Ну и поэтому еда, в принципе, это неплохо. Конечно, я ожидал что-то такое более ценное, но... Опять же, ну, это подарки, которые спавнятся просто так. Ничего полезного, ага. На самом деле зря я надеялся на какую-то ценность. А вот то, что падает еда, это, да, это очень полезно. Ну и, в принципе, достать-то ее не так уж и сложно. Фотоаппарат. А можно щелкнуть кого-нибудь? Так, посмотри. Кстати, это увеличение неплохое. Оно... Да, оно увеличивает. Блин, надо брать. Так, ну и что же? У меня осталось 7 патронов. Плюс маленечко там на глок. Я думаю, стоит попробовать на военочку сгонять. Я не думаю, что там будет больше там 6-7 зомбаков. Так что почему бы и нет. По-моему, мысль неплохая. В конце-то зимнего сезона. Так, сейчас, похоже, вечер. Рюкзачок лежит. Ну, либо ночь, хотя ночь, насколько я помню, гораздо темнее. Ну и что же, я направлялся в военке. Возможно, стоит... Вроде все тихо. Возможно, стоит пройти через больничку. Там как-никак тоже есть блокпост. Ну и неплохо было бы его навестить. Что-то я слышал. Не пойду туда. Так. Ну и, в общем-то, что я узнал новенького? А именно то, что вайп-то откладывается. Откладывается он аж до 5 января. Что-то тут совсем темно, у меня нет ничего осветительного. Да, химсвет-то я выкинул. Ну ладно. Вот она, елочка. Так, так, так. Там у нас набережная. Значит, нам туда. Деды ходят. Все как и раньше. К елочке я уже не пойду, я там находился. Подарочков насобирал, еды тоже. Ну и раз уж такие пироги у нас, то, может, стоит попытаться добежать до алтаря. Там посмотреть на цены перед вайпом. Знать, что выгоднее собирать на продажу, к примеру. Ну и вообще к ценам присмотреться. Хотя не факт, что они не будут корректироваться. Вот такие вот пироги. Ну, а я, пожалуй, пойду, пока совсем не стемнело.